Меня зовут Саня, и здесь только подробные стримы с целью сэкономить вам средства. Сегодня мы будем с вами гонять, скорее всего, Poco F7 Pro, но я потом это добавлю название. На данный момент это Redmi K80 Pro. Возможно, они что-то поменяют. К сожалению, мне, скорее всего, новые Redmi, точнее, покафоны не дойдут, хотя должны были бы. Напоминаю, что на основном канале Польза.нет мы будем гонять это дело, а сейчас я пока 5 секунд попытаюсь настроить звук. Не факт, что у меня это дело получится. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Новое правило канала: я не буду отвечать на вопросы, что лучше, смотрите мои топы, либо пишите через донат, потому что это сбивает стрим. И огромное спасибо, кто дошел. Почему? Потому что данный формат существует только благодаря вашему интересу и только благодаря тому, что мне нужны пруфы для моего основного контента. Когда я выгружаю обзор, я делаю прожарку, то, что вы сейчас видите, я делаю обзор одним кадром, это уже после полноценного обзора, и полноценный обзор. Опять же, для девайсов только, которые мне и вам интересны. Пишем, как слышно, 5 секунд. Кому интересно, на что я сейчас стримлю, я не стримлю. К80 будет, я его купил. А опять же, неизвестно, может быть, они не будут их копировать, но скорее всего, да. Огромное спасибо всем, у кого хватило 80 баллов IQ, потому что IQ необходимо где-то примерно 80 баллов для того, чтобы запустить YouTube. Пока это не незаконно, не незаконно здесь что-то транслировать, не незаконно что-то смотреть, и официально никто ничего не замедляет, но мы все прекрасно понимаем. Поэтому, если у кого-то есть возможность послать свою слабость на 3 буквы, и вы это делаете, огромное спасибо. Я говорю про интеллектуальную слабость, потому что запустить что-то в 2024 году особо мозгов не надо. Вот. Но, опять же, есть лень. Так что, если вы сейчас это смотрите, знайте, вы эпичны. Второй момент. Все эти новостные штучки из разряда «началось замедление YouTube», еще что-то, я вам докладываю. Я не знаю, что у меня за аудитория, но у меня у аудитории нет вообще никакого замедления, согласно моей статистике. Ни сегодня, ни вчера. Да, у меня контент пока не супер шоколадный, но я повторяюсь, что мне 14 смартфонов идут, рамки металлические у этого смарта, и внешка вот такая у белого цвета. Я не знаю, почему я белый купил, потому что черный слишком скучно. И, по-моему, я оба. Один вот такой белый купил, а второй бирюзовый. По сразу стабилизации. Вот я потом, может быть, даже могу сейчас включить тротлинг тест, вы готовы, потому что он повиснет. Или не надо? Давайте Antutu пройдем сначала 3 раза, а потом, если коллектив скажет, что надо, значит будет надо. Always Hello, понеслась. Внешка как у Xiaomi Civi. Да, как у Xiaomi Civi 4. Кто-то мне говорил, что они не будут его юзать. Ну вот они по факту его использовали. Света, приветики, Валерий, Ленара, Луст. Ну, говорю, еще раз повторяю, что основа. Вот нас сейчас 53 человека, кто-то с разных регионов, кто-то из Российской Федерации. Вот сегодня смотрел обращение для того, чтобы понять, в правовом поле я или нет. Ничего не висит. Дмитрий, это не трогают Москву и Питер, чтобы люди не вышли и не стали расстраиваться где-нибудь там на придомовой территории. Потому что когда людям не будут сидеть перед ящиком, они обычно идут смотреть по телеку какое-нибудь «Лебединое озеро» или еще что-то подобное. Еще раз, это не намеки, это хорошо, там мультики, Чебурашку, Гену, еще без разницы что. Но смысл в том, что на телеке очень много рекламы, и Neo 7 мне уже в пути, его разблокировали неделю. То есть продавец меня неделю морозил, говорил, нужно его разблочить. То есть простой симкой это сделать получается невозможно. Недорассказал. Так вот, мне не кажется, что YouTube полностью будет заблокирован до 2026, и даже в 2026 какие-то остатки будут, потому что должны что-то типзить. То есть, по факту, если посмотреть всех наших топовых блогеров, не техно, это просто копия. То есть, если техно-сегмент, даже тот же Wylsacom, это прям эпично, да, есть какие-то блогеры, которые делают тоже круто, но их единицы в мире. Если брать там индийских блогеров, китайских, там тоже они не особо сильно заморачиваются. Опять же, если брать наш сегмент, я считаю, что наше техно очень крутое, и когда говорят, вот там ни о чем-то не говорят, что-то не проверяют, так, потому что им это не надо, у них аудитория проще, вот и все. Это только русскоязычное население в основном интересуется прям чем-то там, прям конкретно копаясь.
Опять же, у нас выбор больше, потому что в той же Европе или в США цены на смартфоны, андроиды вообще космос. То есть, еще раз повторяю, что я покупаю по всему миру, и по факту трубки в России дешевле, чем в Китае. Вот. И это факт. И, Дмитрий, это опять же пуля какая-то, кого-то, по поводу чего-то, там непонятно. Опять же, вот понятно, что кто-то хайпится на дезинформации. Чаще всего дезинформация какая? Таких-то трубок купили очень много, без ссылок, без скриншотов, просто отрабатывают рекламу. Либо того-то блогера посадили. Я вам скажу, все подписывают NDA. Что такое NDA? Возможно, человеку дали трубку, и он подписал договор о неразглашении. И вместо того, чтобы сделать обзор, легко он, может быть, лупанул контент заранее. Насчет того, что он заплатил 750 тысяч рублей, но я вам скажу, что мой минимальный NDA 200 тысяч долларов. То есть это 2 миллиона рублей. Почему он заплатил по NDA только 750, я не понимаю. То есть иногда это 1 миллион 100 тысяч рублей, это 100 тысяч долларов. Да, когда тебе дают какие-то трубки вперед, ты подписываешь NDA. Я не знаю, как в российском сегменте это происходит, потому что от него у меня ничего не приходит. Вот. Но в мировом сегменте вот так. И любая железка подразумевает, что ты просто не должен действия какие-то выполнять, досрочные. И вполне возможно, он просто раньше выгрузил этот обзор. И вообще, кто это, и ссылку. И как всегда, ни ссылки на новости, ничего. Я понимаю, про кого вы говорите. Это те, кто красит ролики, те, кто накручивают просмотры, там 24 комментария, 32 тысячи просмотров. Ну, люди уже пробивают конкретное дно. У меня там, честно, не знаю, 3000 просмотров на этот ролик с часами. Или не с часами, с наушниками. Но это мои просмотры. Да, 3800 просмотров. Но на него 106 комментариев. То есть как может быть у 32-тысячного ролика не хотя бы 500 комментариев, я не понимаю, 24. А вот такой вот YouTube. То есть люди уже, те, от которых ты не ожидал, пробивают дно. Для чего? Ну, понятно, они покупают индусовские просмотры, чтобы показать рекламщикам, что мы вот отработали контракт, у нас есть количество просмотров. Они же там не прописывают ни лайки, ни комментарии, тем более это все дороже делается и сложнее. Скажем так, не мне их судить, и я не в той позиции, чтобы, как они там, платить 12-10 людям, и хорошо, что у меня нет штата никакого. То есть замедлит YouTube, я повторяю, что животрепещущая тема. Закрывается YouTube в России, у меня 49% просмотров из России. То есть часть уже сидит на 3 буквах, какие-то из этих 49%, 9%, допустим, останутся на каких-нибудь других 3 буквах из разряда топ, good или еще каких-нибудь, и будут тоже смотреть. И от этого я только выиграю в монетизации, и все. Люди выиграют в том, что у них меньше будет рекламного контента на YouTube, и он перекочует на другие платформы. Повторяюсь, есть у меня дублирование полностью в Дзене, ВК нету. Я прям очумеваю там грузить, это неделю подождать. Юрий Матвеев, неделю подождать, чтобы посмотреть, какой блог будет. Я думаю, в конце января. Не-не-не, на новогодние праздники они не лупанут, после новогодних. Хотя увидим, может быть, они подарок к Новому году людям сделают. То есть ты привык что-то смотреть, не знаю, как куличи нужно печь, а тебе блог. И ты такой, спасибо, друзья, вот всю жизнь мечтал. ВС с новым дизайном ленты. Робот, осуждаю, вот последнее слово, оно запрещено у нас, мне кажется. И к ВК я отношусь исключительно из разряда очень хорошее место, чтобы осваивать бюджетные средства. И не только бюджетные. Вот. Как контент-мейкер у меня нет денег, там, миллиарды, чтобы вкладывать в просмотры. Точнее, в показы. У них нет просмотров, то, что вы видите в ролике, это показ. То есть эффект нулевой, у меня он каким-то образом растет, мне кажется, что просто ВК само подкидывает мне ботов в подписке. Зачем, я не знаю, но это опять же их ЦПА. То есть они показывают, что вот как будто у них что-то там растет, по факту не растет ничего. Там не может ничего расти, нет ни одного блогера, который на российской платформе бы появился. То есть все блогеры, которые существуют, я не знаю таких, техноблогеров 0 миллиард процентов. Вот. Я не знаю ни одного блогера, который, они же уже по 10 с лишним лет существуют, чтобы он появился на тех платформах. Это нововведение, я думаю, перемолит всех молодых блогеров. И я с вами останусь, я еще пока не погибаю. И все. На Realme Neo 7 я тебе не подскажу, потому что, да, только робот это показов, а не просмотров. Потому что YouTube имеет больший охват технически мировой русскоязычного населения. И у них не было таких
просмотров. Они в ВК не появятся из ниоткуда. То есть столько людей нет, вы понимаете? Но им надо как-то осваивать средства и удачи им. То есть мне уже ВК не пишет, спасибо им большое за то, что они мне перестали писать. Зато пишут, кстати, сетевые магазины с нормальными ценниками. Может быть, у меня появится смысл вообще покупать глобальные версии каких-то смартфонов. Вот. И все. А может и не появится, я не знаю. Потому что, ну то есть, одно дело, когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Вот сейчас, допустим, я буду делать на флагманы обзоры, и смогут их купить единицы, потому что с курсом в 110-120 рублей за доллар, ну ты смотришь, окей, я там успел что-то купить по курсу 86, основную массу, а народ как это будет покупать? И у тебя в голове не сходится вообще просто, потому что ценник вот был, он там 60, стал 80, и такой. И в каком-то смысле это проблема. Все, кто зашли, не забываем прожать лайк, потому что у вас альтернатив нету. Либо вам такой контент не нужен, либо у других блогеров другие дела. У них нет времени для того, чтобы с вами тестировать устройство. Верьте им на слово. Особенно тем, у которых Red Magic в прошлом году проходил все тесты, а у остальных не проходил. Вот это самые топовые варианты развития событий. Потом Red Magic перестали им платить, и они стали их хейтить. Red Magic я, кстати, специально тоже купил. Но я думаю, что он будет у меня под конец января. И обычно, когда эти люди что-то говорят, что очень плохо, значит, они не планируют продавать, значит, там может быть что-то нормальное. Ну, вы понимаете. Так же, как если что-то у Вилса появляется, ты сразу такой, опа, где здесь подводные камни? Asus ROG будет скоро, в январе. Покажи смартфон перед камерой. Прошу вас. Да, легко. Фронталка у айфона. Кстати, можно было бы и на основу стримить, но мне кажется, что вам и этого хватит. Робот, ну я сейчас вообще, если честно, на расслабоне, потому что скидонов почти нет, и мне, наверное, тяжелее даже посты делать. Потому что я понимаю, что у всех разные ценники, меня вот так вот ломает. 80E, К80E будет. Кларк, давай не будем, вот что будет, то будет. Наверное, да. Но пока, возможно, у меня не будут. Возможно, мне придется их покупать. В 1080p стримишь? Я не знаю, в каком разрешении я стримлю. Кстати, может быть, знаете что? 5 секунд. 5 секунд, я сейчас выйду. Я понятия не имею, в каком я разрешении стримлю. Poco F7 Pro. 5 секунд, я сейчас посмотрю. Да, у меня тоже 720p. Ну, вот так. Робот, мне придется тебя заблокировать, если ты еще раз будешь упоминать платформы, потому что эта платформа, допустим, мне не послала Poco X7 Pro, точнее, Honor X7 Pro, и в итоге все произошло печально. Realme 12 Plus продал, вышло за 20 штук. Дмитрий, ну ты хотя бы его продал, это уже жир. Валерич, я думаю, в конце января, когда элиты прогоню все, то есть у меня там будут Realme 13, ой, не Realme, OnePlus 13, Oppo Find X8, я не знаю, на каком он проце, и еще много всего. Хэнди, привет. Топ будет еще не скоро. Ну, вы перестаньте, 8 топов сделали, по-моему, 8 за ноябрь-декабрь, я вот очумел просто с них. Мне сначала надо сделать. Какие трубки продаю? А я в прошлый раз скидывал. На прошлом стриме. Где-то через неделю-две их будет больше. И там будет GT6 китайский. Вот. Айкушки эти пошлю. Ну вот этот айку получается 10 Pro и десятку. Я здесь, скорее всего, не буду продавать. Но не факт. Хочу купить телефон для игр. Не могу определиться с процессором. Snapdragon 8 Gen 3 или Mediatek. Маэстро, это все я уже ответил. Хотя на процессоры я отвечаю. Насчет процессора нужно смотреть просто стримы на трубках. Конечно, Хэнди, минус 23 тысячи X200 Pro Mini мне обошелся. Относительно того, за сколько я купил. OnePlus 13, да, будет глобальный беленький, кстати.
а китайский зелененький. Но у меня часть трубок прилетит 22-го, и часть, я очень надеюсь, это зависит от человека на стриме, прилетит 1 числа, даже не от меня. Так. Спин, привет. Заметьте, нас уже 120 человек в горизонталочке на умирающем ютубе. Мы последний из магикан просто. Вот такая вот железячка, 86%. Безумно рад вас всех видеть, потому что мне от этой информации... Ну, мне 41, я слышу четверть века, дальше будет тяжелее, дальше будет хуже, дальше будет тяжелее. То есть, как бы, типы, вы вообще успокаивать должны, а не тяжелее, хуже и еще сложнее. А вот эти 25 лет мы до этого... чем вы занимались? Типа усложняли, усложняли, и еще сейчас будут усложнять. Что? Вообще такая... Белый прям топ. Дмитрий мне тоже, поэтому я купил белый. И пусть у меня будет большая проблема его продать, но мне наплевать. Зато интересно, правильно? Тротлинг-тест, повторяюсь, он не проходит. Я там подсъемы делал, и скорее всего я еще и сделаю для вас сейчас это дело. Не забываем прожать лайк. Вас 120, лайков 76. И даже если вы хейтер моего канала, помните, что таких, как я, скоро не останется на YouTube. А в ВК останутся только рекламщики, потому что там физически невозможно выживать без рекламы, притом более агрессивные, чем на YouTube, потому что тебе надо еще платить за просмотры. То есть на YouTube ты можешь за копейки купить у индусов просмотры и показывать публике, что вот у меня там 30 тысяч просмотров при там 20 комментариях. А в ВК ты так не сделаешь, там показики надо за денежки покупать, притом за большие. У индусов-то, считайте, чуть ли не за еду. То есть, по большому счету, показывать два раза кликнуть, либо правый верхний угол. Asus поставили в Zenfone 12-дюймовый сенсор. Ну, вот так. Так, 2 миллиона 367 тысяч баллов. И, кстати, Radex, наш родной Radex, к вашей ставке будем... О, уже 446. То есть, ему уже плохо, ему уже нехорошо. Но... Для этого и существует контент. Двойной клик, тык-тык по экрану, и у меня будет лайк. И я вам скажу спасибо. Я не знаю, зачем мне это надо. Ну, потому что, понимаете, вот смотрите, у меня дилемма. Все равно надо что-то клянчить. Я могу сказать, там, подпишитесь на ТГ скидок. Ну, вы и так подпишитесь, если вы хотите помочь каналу. Могу сказать, не знаю, донаты. Ну, пока не все так плохо. Закинете, я уже сделал правило. Хотите узнать, что лучше, посылайте туда донат, и я вам отвечу. Развернуто, насколько могу. Во всяком случае, без сарказма и без срывов. Я думаю, от этого вопросов подобных станет значительно меньше. И третий вариант, да, это двойной клик на лайк. Почему нет? Да, 446 что-то настораживает. 446 люксов не просто... Ну, я просто его уже гоняю давно, поэтому меня ничего не настораживает. Ему... Он очень крутой в руке, прям вообще вау. У тебя ощущение флагмана в руке. Кирилл, а вы узнаете мое мнение по поводу попытки продать Айку, который за 50, ну ладно, я его купил за 60 на старте продаж, за 100. Я сейчас посмотрю все ролики, посмотрю, как они пытаются отработать. Ну, потому что как бы, ну, может не отработать, может быть абсолютно люди лояльно просто настроены к Айку. Я люблю Айку. Ну, ни один человек на русском ютубе не скажет, что больше, чем я, кто-то любит Айку. То есть я их обожаю. Я все обозреваю от Айку. Все. Я даже их триггеры и кулер купил. Сегодня, кстати. И даже я считаю, что ну, они вообще просто... понимаете, как это, скорее всего, происходит? Сидит такой маркетинговый отдел, говорит с блогерами. И они такие говорят, мы их по соточке легко. Такие, ну все, вы наши друзья. То есть у меня такое смутное ощущение, что они просто очень далеки от людей, а те, кто с ними разговаривал, еще дальше от людей. И поэтому вот этот вот сюр, который мы наблюдаем, может за индикатор уведомлений плюс 50 штук. Ну, короче, все, кто вот в этом шабаш, наверное, в шабаше участвует, торгует там лицами, ну, я не знаю, как им там кайфово. Это как с Huawei то же самое. То есть, типа, заплатили, и все окей. Ну, или не заплатили, а позвали, потому что друзья. И, ну, окей. То есть, вообще никаких проблем, вопросов и претензий.
Дима Вайпер тоже фанател. Ну, Дмитрий, сравни количество трубок. Серьезно. Вот количество обозреваемых трубок. Что для бренда важно? Вот технически. То есть, если откинуть как бы все мои вот эти вот, я такой весь хейтер, такой весь правдоруб, еще какая-то лабутень. Им вообще наплевать, что ты говоришь. А я сделал столько контента по Айку, что, ну, вообще по Vivo тоже. Нет, Vivo я, кстати, не все трубки покупаю. Vivo и Oppo. Вот К12 я купил заблоченный, мне прям под самое не балуйся хватило. Вот. О, ему совсем плохо. То есть он вообще, можно сказать, погас. Так вот, к чему это все? Имею право, как чувак, который потерял просто бешеное количество денег на перепродаже айкушек, сказать, что они... Нет, я не буду ее за 100 продавать, потому что я за 70 его не продам. То есть ради чего покупать глобалку, когда она такая же, просто без бренда? Ну, то есть, как бы, что? Они, ну, реально, они там вообще небожители. Они что, в Кремле все сидят, или, не знаю, там, с всякими олигархами тусят. Они вообще понимают, за какие деньги люди флагманы покупают? Ну, должна быть адекватная, ну, не X2 цена за новую прошивку. Ну что у нас X2, окей, мы покупаем Vivo, Samsung S24 Ultra, он 170 что ли в ритейле? Да он стабильно там на скидонах. Ну то есть он так 85, а в ритейле что, он не 170 кусков в ритейле. И он еще популярен. То есть Vivo более-менее распиарено. Самсы, яблоки, Айку. Айку, вы там, ну это просто вот знаете, чуваков наняли каких-нибудь такие, эксперты. Они такие, нам, пожалуйста, 20 миллионов за то, чтобы мы вам рекомендованную цену дали. Они такие, 100 тысяч. Чего? Кларк, я не знаю никого в России, кто знает Vivo и Oppo, кроме вот людей, которые интересуются техно. Ну и то вот постольку, поскольку, и то их китайские флагманы в основном. То есть, чтобы услышать там, я купил последнюю трубку Vivo, не вот эти иксы, а какой-нибудь там V40, ну напишите мне, может быть, кто-то на стриме сейчас. Я просто от этих трубок отказываюсь просто для обзора, то есть мне Vivo готовы посылать. Спасибо им большое за предложение каждый раз. Но я не понимаю смысла в этих трубках за такие деньги. Вот. Понятно, что сейчас вы скажете, заелся, но вот моя политика канала. То есть я считаю, что как бы какой-то бронетелефон мой подписчик еще гипотетически будет заинтересован там посмотреть. А V40S еще что-то 20, что это вообще? Ты смотришь спеки, ценник и такой, ну я вот спасибо, но что? Вот. Возможно, от блокировки YouTube мое отношение станет более лояльным, но пока так, лайки не жмотим. А если ставят такую цену, значит берут. Да никто их не берет Home TV. Они просто отрабатывают ценник. Почему вы думаете, что кто-то берет? Вы вообще минусы платформ смотрите? Вот, допустим, те же маркетплейсы, если посмотрите, в каком жесточайшем минусе был ВБ, не ВБ, а Мегамаркет и Озон за года. Ну, кто в теме бизнеса, тот поймет. Это в каком-то смысле... Нет, я сейчас наговорю на что-то плохое. Короче, в России очень везет, что низкие ценники на всякие железки, и просто надо, чтобы люди их покупали. В какой-то момент, как с YouTube, это будет не надо, или вот как сейчас, и из-за курса, и из других обстоятельств, заградительные пошлины лупани, там, как в Турции, или как в Евросоюзе, и все. С средним уровнем дохода в России или Белоруссии, ну, ты не будешь в таких объемах покупать электронику. Ты будешь там Blackview покупать раз в 5 лет, и все. Я просто пытался в Турции покупать трубки. Я вам даже скажу, что даже по ценам в Японии я бы не покупал трубки. Я бы обозревал часы, наушники, еще что-то. Очень везет, что маркетплейсам надо гонять деньги. Я назову это так. Я мягко назову. Нужно гонять деньги. И всегда надо было большие объемы. А это делается в первую очередь за счет покупки и продажи. Я думаю, все, кто должен, все поняли. Короче, в России от этого всегда все очень выигрывают. Маркетплейсы дают реально очуменные скидки, все, с разной степенью эффективности, то есть где-то ты можешь попасть, где-то ты можешь не попасть, я где-то попадал, где-то нет, но
Все, кто катал за границу, я думаю, понимают, о чем я по поводу электроники. Да, единственный вариант – это яблоки покупать за рубежом. Если есть страны, в которых ты их покупаешь, выезжаешь, допустим, в Россию обратно, как я говорил, можно отбить поездку в Таиланд на паре трубок с Apple, потому что у тебя 7% налог возвращается, плюс они еще дешевле. И в итоге ты можешь быть в плюсе, особенно при старте продаж. Но во всех остальных случаях трубки, если не яблоки, они дороже. X-Tone глобальной версии всего один раз видел на руках. Юрий, ну я же говорю, что при прочих равных мир, он не такой большой, как нам кажется. Мы просто вот в одной компании мы разбираемся. Но даже из этой компании, вот у кого есть глобальный Vivo 137 человек в онлайне, у кого есть глобальный Oppo сейчас, свежий, Дмитрий сейчас напишет нам. Руслан, привет. Вы тоже большой молодец. Только благодаря вам этот контент. Ну, серьезно, я бы не делал стримы. Ну, то есть, ради чего? Я же в ролике также могу сказать, сбрасывает яркость, еще что-то. Кто не верит, ну окей. Но вот как бы у нас так повелось, и мне кажется, что душевно каждый раз сидим. Пусть нас немного, но мы в тельняшках. Кстати, посмотрим, сколько в онлайне стрим на основном канале мне даст по людям во время преза Xiaomi. Я буду вести презентацию Xiaomi. И вот так. Дмитрий, Oppo, глобалки нет. А почему у меня никаких глобалок нет, Дмитрий? Дмитрий, вот, ну вот серьезно. Ты прикинь, какой я маленький до сих пор. Так, так недавно не был. То цена смартфона была очень высокая, что меня удивило. В Тае был недавно, но цена смартфонов... Евгений, вы просто смотрели не на айфоны. А зачем, Волкот? У меня на Твиче обычно в онлайне 10 человек. Я не формат Твича. Я скидывал сегодня стату, у меня аудитории до 18 лет 0,8%. Вообще не формат. Мой язык просто не понимает молодежь. Это абсолютно нормально. Я там с сестрой разговариваю, ей 17 лет в ТикТоке, по-моему, у нее 340 тысяч подписчиков. Мы разговариваем на разных языках абсолютно. То есть это поколение, которое не то что «Зеленую милю», «Форест Гампа», «Побег из Шоушенка» не видело. Они даже, не знаю, песни «Льда и пламени», ну вообще ничего не видели и не знают. Они люди из шортсов. Это не плохо, не хорошо, они просто другие. И все. И вроде бы язык один и тот же, но метафоры, отсылки там, и все остальное, я думаю, вы понимаете. То есть очень далеки. И, разумеется, если мне не интересны всякие варкрафты, не варкрафты, во что они играют? Мне сын играет в ППП. То, что хотят заблочить сейчас. Ладно, неважно. Про цены. Одна та же модель яблока в Польше и Литве примерно 300 евро разница. Алексей, но у них же разные цены, разный магазин. Подожди, в Латвии... В Польше и Литве, а в Латвии есть очень дешевые магазины через интернет, если посмотреть. Посмотри, там серовозов очень много, было, есть и осталось, для примера. Но опять же, от того, что я разбираюсь в рынке Европы, это не значит, что у них доступнее становится электроника. Если посмотреть, опять, ты сейчас в Европе, посмотри, какие старые трубки. Я говорю, я в Японии, в Токио очумел. Они с такими древними аппаратами ходят. То есть в Токио люди с айфоном 6, 7. Да, там в лакшери местах, если ты в центре, в рестиках сидишь, там, разумеется, последние айфоны. Никаких Huawei. Один раз Sony увидел за неделю у старичка, дешевый какой-то древний. Все. Roblox, да, его хотели блочить, можешь погуглить. Его вроде бы уже почти заблочили. Но они и так там химичат, потому что там валюту не просто так покупать. И, в общем... Так, о своем заказе после вашего обзора получил бан, хотя ссылки не кидал. Не обидно, но в правилах не написано, что со скрины синего маркета нельзя кидать. Если вы нативно не понимаете, что я говорю, нельзя упоминать площадки, нет возможности мне объяснять. Еще раз, у меня есть радость огромная, если вы приходите на стрим, я готов с вами персонально общаться, лично. Вы тратите свое время, я трачу свое время, вы пришли за моим опытом и опытом моей аудитории, к которой вы относитесь. Если вы приходите в мою личную телегу, там есть правила, как и в обычной телеге. Если вам она не подходит, вас банят. Все. То есть к вам домой все приходят, вы говорите, такие-то правила. Ты говоришь, да вообще плевать, я плохо читал.
Ну, хорошо. Желающих, я говорю, моей вообще в обычной телеге, я говорил когда-то, 3000 подписчиков предел, потом 5, потом 10. Сейчас там уже, по-моему, 18 или 19. Это учитывая, что мы еще и бота с капчей сделали. Вот. Моя телега большая не будет. Зачем? То есть она такая, из разряда «мне хочется что-то рассказать», пообщались по-взрослому. Там нет этого шуток за 15, я бы сказал. И все. Но зато мне комфортно ее читать. Я не читаю мат, не читаю, не смотрю скрины. Вы скинете скрин одного магазина, после вас еще 800 человек скинет еще 554 магазина, еще и со всех стран. Оно мне надо? Нет. И все. iPhone 6 еще до сих пор неплохо фоткает, да? Dream, я не купил T-Max. Короче, T-Max стоит 600 тысяч бат, 2 миллиона рублей. Я готов его купить за 400 тысяч бат. Это 1 миллион 200 тысяч. Хулио, спасибо, что вы приходите, спасибо, что смотрите. Я говорю, у нас есть, я считаю, что градация. Не хочешь общаться, есть телега скидок. Хочешь общаться, читать, телега взаимопомощи. Хочешь общаться, писать чуть-чуть больше. Моя телега. И вот на стримах практически те же самые правила, но это уже вот просто ты здесь забил, и приходи сюда, если здесь хочешь забить. Я буду расстроен. Но, опять же, твой выбор. Да, английский интерфейс, кстати, с Edit, сейчас попробую поменять все. Второй прогон. То же самое. Пробуете с Edit при вас сейчас или нет? 455 люксов, хотя бы ниже не стал. Шамили, вам отличного. И вечера, и стрима. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто дошел. Пам-пам. Вот. Денис, наверное, да, но позже. То есть, я не знаю, накидайте мне в личку смарт-колец с Алишки, которые вы считаете, что вам интересно. Не вы считаете, а которые вам интересно. Если вам что-то будет интересно, то окей. Как думаешь, Tesla выпустит свой телефон или нет? Не знаю, может быть. Мне кажется, что они такими масштабами уже мыслят. Вы понимаете, что человек в космос людей собирается отправлять на Марс, а вы говорите о телефонах. Не будет хватать денег, может быть. Но основное направление, они роботов делают. Мне кажется, через 10 лет у нас уже будут дома помощники ходить, убираться. Не роботы-пылесосы какие-то, а реальные гуманоиды. Я, кстати, буду бояться гуманоида, я клянусь, я, наверное, еще не то поколение. Ждем язык телефона 100%. Хорошо. Это даже великолепно, я бы сказал. Китайские машины уже как планшет на колесах. Да, так же быстро ломаются. Некоторые. Нет, Honor не будет. 7X. В жизни так бывает. А вы реально думаете, что кто-то покупает Honor? Тем более для обзора. Их не продашь потом. Никакие. То есть с каким-то лютым дропом цены, потому что ты не сможешь выкорчевать из человека мысль о том, что Honor это дешевый вариант Huawei. И, в принципе, они, если честно, так объективно, железо ставят в свои аппараты, не на свои деньги вообще. Они, мне кажется, где-то там в моменте их убеждения, тоже, что они там супер эпичные. С чем я крайне не согласен. Обзоры гайки и болтов в качестве примеров автофокуса были уже на 4-й год Ютуба, на секундочку. У меня там было уже 250 тысяч подписчиков. Просто у меня лицо появилось не сразу. Кстати, мне кажется, что мое лицо плохо повлияло на рост моего Ютуба. Но, с другой стороны, зато вы знаете, кто делал этот обзор. И все. Nord 2, думаю, обновится. GT6 глобальный, классно снимает. Nord 4 металлический, классно лежит в руке. У Илюхи были проблемы со связью, у меня были проблемы с тачем. 14 Pro, оверпрайс, за это дело можно много чего купить. ZX я не знаю, что значит, и не хочу знать. Я догадываюсь, что вы хотели BMW X3 серии вспомнить. Не надо. Neo 10 не про еще норм.
Света, ну, я же говорю, что все равно должен контент меняться. Вот видите, там, не знаю, стримы появились, там еще какая-то активность, обзоры одним кадром. У меня в обзорах одним кадром больше 100 смартфонов. То есть ты уже можешь примерно прикинуть, какая техника как снимает. По мне норм идея. Саня, привет. Утречка. Зорн, привет. Так, 30 минут. 68 было сколько? Было 80%. То есть 24 он ест, при том, что сбрасывает яркость до 340 люксов. Ну, то есть смысл тут играть. Опоссум 4, Опоссум купил Honor 4. Да, я помню. Хороший смарт. Звезд с неба не хватает, но он хорош. Говорящие руки – это скучно. Говорящее невыспавшееся лицо намного веселее, да? 24% в час, 340 люксов. Genshin смысл играть не вижу вообще никакого. Давайте Warzone, может быть. Но сейчас посмотрим, давайте, за какое время он вернет нам яркость. И там уже решим. Да, Юрий Матвеев. Когда ты думаешь, что все хорошо, и вот у тебя основной модуль, и как он работает с лицом, как передает цвета, как работает. Там сразу получается у тебя в условиях низкой освещенности. Про OnePlus 13. Будет обзоры на глобалку. Мне глобалку заслали, как любят говорить. Хотя, мне кажется, нельзя это говорить. Короче, у меня будет глобалка, скорее всего. И китайскую версию я купил. Она мне придет, скорее всего, 1 января, если все будет хорошо. Вот. Сауф. Я не начал обзор. Я яркий пример того, как на Ютубе можно не расти. Вот я вам клянусь. Любой вам техноблогер или те, кто занимается аналитикой, скажет, что это просто вот нонсенс. То есть я просто такой чувак, который на локтях лупит 7 лет, и все. И уже теперь по одному обзору в день. Я думаю, иногда 2. Вот технически сейчас 2. Так что, ну, я, наверное, конец вырежу, оставлю, точнее. У меня и 13R польза. Вы поняли. Стабильность бывает тоже неплохо. Евген, я радуюсь тому, что я имею, потому что после 20 лет службы в армии, я думаю, что те, кто понимают, те, кто имели хотя бы 1 год или 2, неважно в каком-то шоколаде, а заканчивал службу в научно-испытательном центре, и я вам скажу, что там просто рай, просто рай, рай. Вот если реально не париться по жизни и любишь работать мозгами, это рай. И по деньгам супер, и по комфорту, и по обеспеченности, по всему. Это рай. Вот я, будучи по отдаленным гарнизонам, даже не подозревал, что можно жить вот просто в раю. И чтобы вам кто там не жаловался. Понятно, что мужики, которые там работают, у них тоже кукуха уже съехала. И человек привыкает ко всему, ему кажется, что это плохо. Но они просто забыли, что такое 12-15 нарядов в месяц. И когда у тебя полная бесперспективная жизнь с ожиданием какой-нибудь статьи за какую-нибудь там утерю или бойца или еще что-то. Вот. Все познается в сравнении. И вот то, что я сейчас верчу перед вами этим белым красивым смартфоном, и вы здесь сидите, и мы обсуждаем, это вот просто, это над раем, наверное, на уровне 100. Так что еще напоминаю, что у меня будет Xiaomi-шный стрим, а дальше мы уже все решим. Стабильность – признак мастерства. Юрий, стабильность – признак упорства. Вот. И все. F6 Pro, Ален, тебе может хватить и на года 4. Home TV, ну, я просто еду с раскладом, что нужно хоть что-то. Я как travel-блогер, шлакоблог, давайте будем объективны, и я это понимаю. То есть я показываю то что чем я там живу, и все. По презе Xiaomi, по-моему, Poco F6. Ой, Poco X7 Pro, по-моему, будет. Вот. По-моему. Пока не утверждаю. Так, как Warzone. Кстати, я почему хотел Warzone включить? Во, сейчас увидите. Юрий, ну, опять же,
Я монетизацию свою скидывал, все отбивается. То есть можно, конечно, интереснее, чтобы все было, но я точно не жалуюсь. До сих пор. Я говорю, даже если будет 500 тысяч, я думаю, будет 500 тысяч, посмотрим. Не знаю, чего написать. Польза, можно не писать ничего. Вот, смотрите. Илюх видел такое, или Илюх ушел в Warzone? Такие вот, что это такое? Что это такое? Андрей, да я и яда не видел. Мы, видишь, я же знаю какого-то возраста. Я уже с Фидонетом жил. И да, у меня были очень плохие времена, но все равно они не были такими плохими, как были у моих родителей. И у родителей моих родителей. И да, если к этому... Но зато те, кто сейчас рядом, сделали плохие времена для моих детей. Чему я вообще не рад. Илюха, так нет, у меня, мне кажется, просто развернули. Тебе отказали. Мне не отказали, но мне кажется, мне развернули их на таможне. У меня такое часто бывает. Мне кажется, они просто не отправляют ничего. Ну, может, отправили. Я даже не знаю, что они должны отправить. Я знаю, что не редмики, потому что в прошлый раз был хмурчик, ему отправили кто-то редмики. Я же китайский гонял, 14, 14 Pro и 14 Pro Plus. А вот ну, что это за лодинг? Вот что это за тема? Видишь? То есть вообще непонятно что. Все, а сейчас он прогрузил. Ну, какая разница? Они не будут космос стоить, их можно будет и купить, если даже не пришлют. С каким ботом? Зорн. Что с ботом случилось? А почему они тебя отказали? Ты уверен, что... Ну, ты от них ничего, кроме смарта, не требовал. Они все равно сказали нет. Это очень странно. Ну, я говорю, насчет редмиков. Редмики это не с Banks. У The Banks нет редмиков. У них вроде бы есть Poco. Или Xiaomi. Я так и не понял, что у них есть, если честно. Что-то у них есть. Но у меня ничего нет, я тебе скажу так. О, это мой тиммейт. Это тиммейт мой. Ну, кстати, норм идет. Медленный режим стоит. В этом году я сам себе накрутил высокие ожидания. Нет, ну новинки прикольные есть, я говорю, и по многим параметрам. По очень многим параметрам. Так что, Андрей, мы твоего никак... Ну, может быть, сейчас вот наши дети хапанут как раз то, что поколение было младше. Если сделает реально чебурнет, ну, точнее, не будет интернета, электроника будет космос стоить, социальный лифт будет только через силовые структуры, то да, то будет Ctrl-C, Ctrl-V повторится 80-е. Ну, кому-то это выгодно. Если кому-то выгодно, значит, так оно и должно быть. Угу. Опять же, опять один фраг, и потом фрагов я не наберу, наверное, никаких. Так. Так, надо посмотреть 66, можно чуть-чуть поиграть еще. Когда на 3 техно получены, будут потихонечку появляться между колонками. Вот сейчас, подождите. Но, опять же, про техно идея проста. Лучше ли они, чем те же Redmi 13, потому что техно сейчас... Вот тоже перестали у меня покупать рекламу, видите, я начал покупать сам техно. Вот магия должна была быть в том, чтобы они не покупали у меня рекламу, и все. Вполне возможно, они рациональней для покупки, чем Redmi 13 и Poco M6 Pro по 15 тысяч рублей. Так, стоп, это мой.
Угу. Так, куда он убежал? Опа. Мне кажется, мне с оружием повезло. Хотели прислать ПОК какой-то, я сказал, высылайте. Потом написали, что откажутся. Видимо, из-за прошлых разов. Они, мне кажется, вообще переводы не читают, слышишь? Ну, ты для меня Америку открыл, если с Бэнксу вообще абсолютно наплевать, чего ты там рассказываешь. Либо лыжи не едут, либо я не знаю. Я свои эти обзоры смотрел на Поко, и я думал, блин, я что-то перегнул палку. Я же вообще почему-то все... Ну, видишь, потому что когда ты делаешь обзор? Когда у него ценник космос. Я такой, ну, может быть. И потом уже, да, потом ты уже делаешь норм. Да, все, хана. Нет, звук не через петличку, просто через iPhone. Да, Рустам, Текно Infinix полная шляпа. 2-3 эшелон. Но, опять же, мы же говорим о чем? О том, что у меня дефицит контента. Я уже все, что колонки, пылики сейчас будут. Ну и Текно. И технически мне все равно, еще раз повторяюсь, интересно, насколько данный вид смартфонов может быть адекватен. Потому что последние 3 года у меня на них было, несколько обзоров контрактных. И, по-моему, на GT20 Pro я делал обзор. Когда у Перекупа он погиб. Ну, он, во-первых, перепродавал, я рассказывал, GT2 Pro. 6 раз он перепродавал. То есть, он у меня купил второй. Но один из них у него в итоге умер. В итоге, мы с ним поговорили. Да, он оказался в плюсе, но больше Текно он не покупает. Потому что он еще у кого-то покупал. Нет, не 30C. Я 30-й купил за 10, по-моему. Но я потом расскажу в обзоре. Это будет такой просто супер лайтовый, знаете, как ни о чемный. Это не будет полноценный там прожарка, еще что-то. Мы погоняем его, и все. Чуть-чуть. Исключительно галопом по Европам. За это месяц в моем видео принесли 6 Текно. Ты имеешь в виду там, где ты работаешь сейчас, да? Так, во. Серьезно? Да как так? Я в него столько всадил. Ну. Есть. Ждем-с. Ждем-с. Так, а мне еще тоже кто-то в голову дает. Так, у всех вскрыта батарейка на зарядке Recad Smart 20 Pro. О, ничего ж себе. То есть они прям опасные получаются. Робот, ну ничто не вечно под луной. Honor 200 Norm Smart. Виктор, смотря за какой ценник. Я не знаю, сколько сейчас нормальный ценник на него. 28 новый. Ну и у тебя минус год его использования. Honor 300 вышел уже, понимаешь? Так, мне кажется, что он уже сбросил яркость через 5 минут игры. Да. Ну вот оно, 330 люксов через 5 минут игра. О чем тут разговаривать, я не знаю, это даже не Genshin. Итого, Xiaomi на данный момент, мягко скажем, начудили. Я понятия не имею, что это будет за Poco или Redmi, но K80 Pro это штука с безумно горячим процессором, и все. У меня есть, получается, жидкостное охлаждение от OnePlus, будет от iQOO кулер.
Может быть, на стримах, если что-то будет супер интересное, супер хайповое, я буду гонять вместе с ним. Но при обходной зарядке от айкушек, даже в каком-нибудь Neo 10, вы понимаете, то есть у Neo 10 есть обходная зарядка, Gen 3, и ты такой, а для чего вот это? Даже в перспективе для чего? Но это примерно такая же тема, как с стримами. То есть, допустим, на данный момент я скажу, что IQ 13 круть, Palace 13 круть, Neo 10 не на элите круть, но из новиночек что-то получается неплохо. Neo 10 Pro не особо, по АК-80 Pro, я думаю, вы уже сделали выводы, там с эдитом переводи, не переводи, все ясно. Если у кого-то есть инфа еще по Tecno, напишите, у кого они кирпичивались. Я, кстати, сделаю опрос в своем канале, потому что перед стримом надо понять. Огромное спасибо всем, кто пришел. Да, я сейчас вырежу просто 2 куска, конец и начало оставлю, и у нас будет все норм. И стрим, скорее всего, останется. Следующий стрим либо К80, я просто не могу, у меня на этом смартфоне Алишка. Илюха, вот ты тоже, не вспоминаем платформу. Вот я здесь тебе могу скринов столько послать, сколько я закупился через него. Если бы не она, я бы здесь сдох без железок. Вот просто сдох. Мне бы вот, опять же, через границу как-то непонятно что. Серовозы бы посылали и все. И контроль качества. Вот. Загнется у нас? Загнется. Но точно не будет как GD. Или SDEC Shopping. Не советую. Советую iRecommend читать перед тем, как где-то заказывать непонятно где. Так же, как и блогерам. Если вы блогер, перед тем, как что-то рекламировать, почитайте iRecommend и сделайте выбор и выводы. Камон живет, видишь, с 22 года. Пример не переждать. Нравится больше, чем GT5, Neo 5. Ну, уже Neo 10, на секундочку. Подожди, Neo 7. Neo 7 мне уже тоже прошел границу. Всем огромное спасибо, что пришли, хорошо посидели. Просто в плане решения. То есть, пока смартфон безумно сырой, бесполезный. В принципе, я китайки и так не рекомендую брать. Но для чего он? Для камеры. Камера здесь фронталка так себе, увидите в обзоре. Я, кстати, его сравниваю с IQ 13. Конкуренты Xiaomi BBK. Вот. Не стал я его ни с S24 Ultra сравнивать, потому что по стоимости одинаковые. Можно было бы еще с Neo 10 Pro сравнивать, но у него похуже все. Вот. Так что давайте попрощаемся. Рустам, Джей, Кастро, Луст, Игорь, Евгений, Седокл, Ромарио, Боат, Свайн, Света, Илюха, если ты еще тут, Сидокл, Диана. Диана, вы были здесь? Дмитрий Гордиенко отдельно, Елисеев. Всем огромное спасибо за стрим. Ник Либра. Вот. Я еще за прошлый месяц торчу Poco X6 Pro, я помню. А позапрошлый месяц Poco X6 Pro потеряли на почте, но вообще у меня сколько кейсов не было, чтобы теряли, пишешь заяву, они находят. Робот, ты реально собирался К80 Pro брать? Тогда да. Тогда лайк мне, комментарий, там еще верхнюю строчку посмотри, я шучу. И все. Пока непонятно за что. Красивый он, приятный.